Ребята, всем привет, с вами Александр, вы на канале Мнер, и сегодня говорим о том, сколько вы сможете заработать в игре в кальмара, если вложите на $500, например, $1000, и вообще, каким образом сейчас лучше всего заходить в эту игру. А то, что это выгодно, мы рассмотрели в прошлом видео. Можете его посмотреть. Также, кто еще не знаком с DEX-обменником Biswap, который является разработчиком данной игры в кальмара, рекомендую посмотреть вам еще вот это видео. Как подключаться, как зарегистрироваться по рефералке, чтобы вы экономили свои средства. Ну и прочие вот нюансы, которые вам нужны для начала. Все, в общем, там довольно просто. А ссылка на вот эту вот таблицу, как всегда, есть в описании под этим видео. Ну а вверху, собственно говоря, ссылки. Первая ссылка на регистрацию на бирже DEX, вторая на регистрацию в игре. То есть не упускайте свою возможность сэкономить. Итак, как вы видите, с момента прошлого видео я эту таблицу дополнил. То есть я ее полностью заполнил. Все 7 вариантов игр, которые есть, еще и с несколькими вариантами. И также я рассчитал ежемесячную доходность вплоть до года. Ее растянул, сколько вы будете получать каждый месяц. И по итогу все здесь хорошо видно. Первая таблица, которую дали нам разработчики, с моими небольшими правками, в общем-то, эта таблица показывает все довольно точно, но для тех, у кого уже и NFT-шки, игроки там и автобусы давно отбились. То есть вы можете себе играть, да, и рассчитывать на 400% годовых. Тот же, кто еще не покупал персонажей, то ему нужно купить вот эти вот автобусы и вот эти вот игроки. Вот Biswap Squid Buses и Biswap Squid Players. Да, потом вы их купили, они появились у вас здесь в игре. Вот вкладка Players, вкладка Buses. И потом на вкладке Player еще нужно каждому игроку купить контракты. У вас вот будет либо вверху гореть такая вот строка с предложением купить на всех игроков одновременно контракты либо на 15, либо на 30 дней. Ну, в зависимости от того, какая у вас команда, будет сумма отличаться. Ну и также у каждого игрока, у которого нет контракта, вот видите, здесь написано красненьким Ended, будут вот такие вот две кнопочки, 15 и 30 дней. То есть выбирайте, что вам надо. Все цифры будут по таблицам. Вот если у вас игроки на 1000, то вам нужно заплатить 71 BSV. По курсу доллара перемножайте, это там 1.14 на данный момент. Если у вас на 7000, то вам нужно будет $500 потратить. Ну а сколько нужно потратить на игроков, вы видите вот в этой моей табличке. Здесь написано цена игроков, вот на 7000 игра это вот $500 нужно потратить на игроков, вот цена на автобусы, вот сколько вы будете зарабатывать, вот суммарно сколько нужно вам вложить. Все здесь прекрасно и понятно. Итак, допустим, давайте здесь кратенько пробежим. Если у вас есть, допустим, всего лишь $500, вы можете рассчитывать на четвертую игру. Четвертая игра — это игроки, у которых суммарная энергия будет 4000. Стоит это суммарно $535. То есть $173 вы потратите на игроков, $28 вы потратите на автобусы. То есть суммарно $200 на NFT-шки. И еще по этой табличке вы потратите 300, в районе $300 вы потратите на контракты. Ну там плюс-минус в зависимости от курса. То есть суммарно 535. И после первого месяца вы отобьете из этих 535, ну там 400 с копеечками долларов. То есть не сдача будет там $91. Но уже на второй месяц вы отобьете стоимость ваших NFT-шек. То есть у вас останутся все NFT-шки на $200. И еще сверху будет после покупки им контрактов еще $18 уже чистой прибыли. И так каждый месяц вам будет добавляться профит в размере $110. То есть моя таблица полностью в долларах считается. И потому, как вы видите, несложная математика. Каждый месяц плюсуется по 110. И в итоге, вложив $535 в начале, через 12 месяцев вы на руки получите чистыми $1122. И у вас еще останутся NFT-шки на $100, то есть суммарно у вас будет 1323. И это будет 247% годовых. Это если мы возьмем сумму заработанных денег, приплюсуем сюда NFT-шки, то есть получим сумму 1323 и разделим это все добро на изначальные полные инвестиции в 535. То есть с учетом всего абсолютно, то есть 250% вы можете заработать. Внимательно же заметили, что есть еще здесь две такие вот желтенькие строчки, у которых процент немножечко повыше. Да, там не 200, не 250, а где-то в районе 300. Как это получается? Давайте начнем сначала с первой строки. Это вот такая самая оптимальная инвестиция на данный момент. Это заход в игру через покупку игроков первого уровня. То есть если у вас небольшая сумма, то это сделать очень легко, без лишнего геморроя. Напомню, что у вас пока что изначально, да, всего лишь 2 места в автобусах. Вот здесь у меня 5.
но изначально открыто всего лишь 2. Потому вся таблица здесь рассчитана именно из расчета того, что у вас всего лишь 2 места. Итак, давайте посмотрим вот на вторую игру. Для второй игры нам нужно 2000 энергии, и самый лучший способ ее набрать — это использовать игроков первого уровня. То есть самых дешевых, самых простых, но у которых должно быть не менее 500 энергии, чтобы в сумме 4 игрока дали нам 2000. Почему 4 игрока? Потому что у нас всего лишь 2 места под автобусы, а самые дешевые автобусы нам подходят это двухместные. То есть как раз на 4 игрока. То есть это, в принципе, в основной таблице используется обычно именно 2 автобуса двухместных. Они очень дешевенькие. В принципе, можно использовать и трехместные автобусы для более высоких игр. Но они будут в 2 раза дороже. Больше, чем в 2 раза дороже, а мест всего лишь на одно больше. Потому самый простой способ — это ограничиться 2 двухместными автобусами. То бишь одним аккаунтом. А если вы хотите играть в 2 игры, допустим, вы хотите играть в 4-ю игру, то просто создайте 2 аккаунта. То есть зарегистрируйте еще один аккаунт, один кошелек для игры. У вас будет 2 аккаунта, в которых будут 2 команды по 2000 энергии. То есть это будет как бы самый такой простой. И затрат вам много не надо. Чтобы играть в игру, нужно положить 50 БСВ на Launch Pool. Зайти на обменник, в разделе Launch Pool, в раздел Stake BSV, и 50 БСВ. То есть $50 это ваши деньги, они никуда не деваются, это просто как пропуск. Они там должны лежать, на них вам начисляется 57% годовых, и вы их потом сможете забрать. Так, я вот переключился на базовый аккаунт, вот такой, какой будет у вас. Вы смотрите, 2 места под автобусы, и в этом аккаунте у меня всего лишь 1 автобус. Опять же, 1 двухместный автобус, и у меня здесь 2 игрока по 500 энергии, у которых, кстати, сегодня закончился контракт. Ну, покупать я его буду завтра, когда буду играть со всей своей основной командой, чтобы это было, в общем-то, одновременно. То есть в вашем же случае у вас будет здесь 2 автобуса и 4 вот таких вот игрока. Опять же, игроки покупаются на рынке. Вот смотрите, за $13 кто-то выложил. Какой-то игрок. 513 энергии, ребятки, пожалуйста, милости прошу, налетайте. Вот как бы еще есть пример. Смотрите, человек продает за 12 БСВ $14, но 3 дня назад он его купил за 7,7, то есть там за 8 с копейками долларов. То есть игроков найти не то чтобы как бы моментально, но абсолютно несложно. Вот буквально, вот думаю, второй игрок здесь тоже будет такой же. Вот по 13 БСВ. По $13 они, ребятки, не БСВ, тоже 500 вот энергии. 511 энергии. То есть, если помониторить, то можно, наверное, и за 8, то и 7 БСВ отхватить этих игроков. То есть, можно купить еще дешевле, чем вот здесь я писал. Я считаю, здесь их по 9 БСВ. Реально можно, видели, купить и по 7,7. То есть, вы еще можете сэкономить. И таким образом, в общем-то, мы собираем самую оптимальную, самую дешевую команду. И в итоге, после вложенных $240, вы на выходе получите $700. Ну, точнее, 630 плюс цену самих NFT, если вы их продадите, будет $700. А это практически 300% годовых. При инвестиции изначальной в 240 вы вынимаете 700. А теперь давайте рассмотрим, например, вот более продвинутый вариант. Как я сказал, как нам масштабироваться максимально эффективно в этом случае, допустим. Если вы захотели играть не в 2000-ю игру, допустим, заработать на выходе там не $700 получить, а получить, ну, допустим, там в 2 раза больше, да, $1300, то есть 2 варианта. Либо просто создать новый аккаунт и туда опять же отправить такую же команду, 2 автобуса и 4 игрока, либо расширять аккаунт, чтобы у вас помещалось туда больше автобусов. Ну, для этого вам нужно один раз его купить. В разделе автобусы вот здесь нажать один раз Mint, и у вас потом каждую неделю будет добавляться в 3-й, 4-й и 5-й автобус, то есть через 3 недели. То есть, ну, это придется подождать, то есть смотрите сами. Но у меня, допустим, есть несколько аккаунтов уже прокачанных, то есть я могу себе позволить это сделать и так. Например, смотрите, имея 5 мест под автобусы, опять же, если взять самые дешевенькие автобусы двухместные, чтобы сэкономить, это самый дешевый способ, да, чтобы получить 300% годовых, а не 200. То есть, если заходить обычным способом в игру, то есть разного рода игроками, там, более вместительными автобусами, это будет как бы, может, проще, удобнее, да. Это все просчитано для 2 автобусов, то есть для 2 мест всего лишь. То есть, этим способом сможет воспользоваться любой
человек на новом аккаунте, у которого всего лишь 2 места под автобусы. Но он ограничивает себя, то есть 200, там, 230% годовых. Но это кто не хочет заморачиваться там и регистрировать несколько кошельков или там расширять количество автобусов. Ну, на мой взгляд, это как бы не очень эффективно. Проще создать еще один аккаунт, то есть создать 3 аккаунта по 2000, и вы на каждом будете получать 300%. 300% против 200, но это существенная разница. Что же у нас вот в этом случае? Как вы видите, здесь комментарий, команда, написано, что здесь это 5 автобусов 2 уровня с 10 игроками по 600 энергии. Тут как бы смотрите, можно купить игроков подешевле, допустим, там по 500 энергии, там выловить за 7 БСВ. Вы пойдете тогда в 5-ю игру. Если вы купите там полностью прокачанных игроков, там их там по 12-13 долларов, то можно сходить и в 6-ю игру. То есть это как максимум. То есть 10 игроков по 600 это ровно 6000. Это просто будет самая дешевая команда. Можно ее разбавить там игроком и на 1000, и 2 уровня на 1400, но эффективность будет чуть хуже. Итого, смотрите, что мы имеем. 10 игроков. Поправил циферку, здесь я ошибся, перемножил на цену автобусов, а не на цену игроков. Ну, опять же, разница там, по-моему, 50 долларов, она в итоге ни на что не влияет особо. Процент у нас 300. То есть мы тратим 100 долларов на 10 игроков, тратим 71 доллар на покупку 5 двухместных автобусов. Суммарная затраты 173. Допустим, на 6000 игру нам еще нужно потратить будет там примерно 435 БСВ, там 450 долларов на покупку им контрактов. То есть суммарно мы потратим 670. И смотрите, они нам окупаются в ноль уже за первый месяц. Смотрите, за первый месяц у нас получается минус 2 доллара всего лишь. А напоминаю, что доход у нас 171 доллар за 6000 игру в месяц. Итого на второй месяц мы уже получаем практически полную чистую прибыль. Ну и каждый месяц она плюсуется, суммируется. И при суммарных затратах 670 долларов это на все NFT и на контракты на месяц. Это вот максимальная сумма, которую нам нужно будет вложить в первый месяц. А дальше нам нужно будет реинвестировать только стоимость контракта. Вот 435 БСВ. По кругу гонять их каждый месяц. А прибыль у нас вот будет прирастать каждый месяц и составит 2062 доллара с учетом цены NFT. То есть это 307%. Это если у вас будет один прокачанный аккаунт. Также можно не сильно уменьшив этот процент, воспользоваться не двухместными автобусами, а трехместными автобусами. Это кардинально картину не изменит. Процент останется не сильно меньше, но сумма заработка у нас увеличится. Но это я, в общем-то, уже как-нибудь, наверное, просчитаю в следующих играх. Вот такие, в общем-то, у нас, ребята, дела на сегодня. Думаю, уже тут все детально, со всеми затратами и ценами все просчитано и показано. Каким образом лучше заходить, рассказал, показал. На этом буду, ребята, с вами прощаться. Кому было полезно, поставьте лайк. Переходите по ссылкам в описании. И до скорых встреч. Всем пока.